صباح الخير، صباح النصر، صباح التفاؤل. الله محيي الجيش العربي اللي حامي سوريا، الله محيي الجيش السوري انزل واحمي الوطنية. Первый танк наносит удар по домам частного сектора. Второй танк бьет по бизнес-центрам справа. Экипаж первого танка должен внимательно следить за линией соприкосновения, так как боевая машина лишена маневра, и боевики в бизнес-центре могут воспользоваться этим и расстрелять танк из противотанковых гранатометов. Шилка продолжает прикрывать экипаж первого танка от обстрела из домов за частным сектором в Джоболе. Сейчас должен подойти третий танк, и Шилка продолжает расстреливать позиции боевиков согласно плану. Боевики стараются менять позиции, но командиры предугадали их тактику, и зенитка эффективно подавляет огневые точки. Танкисты простреливают здание бизнес-центра из пулемета и затем бьют основным орудием. Могут скрываться боевики. Сначала по ним бьют из пулемета, а затем, прицелившись, основным орудием. Второй танк держит под контролем правую половину атакуемого бизнес-центра и направляется вправо, чтобы ударить по другим бизнес-центрам. Сейчас не помешал бы пулемет, управляемый изнутри. Так как основное орудие смотрит на частный сектор, где сидят боевики. Сейчас не помешало бы, чтобы командир мог вести огонь по бизнес-центру из пулемета. Очередной удар по бизнес-центру первого экипажа. Второй танк включает дымовую завесу, чтобы прикрыть подход третьего экипажа. Экипаж Шилки замечает боевиков и тут же открывает огонь по ним.
Подходит третий танк. Задача этого экипажа прикрывать первую машину на территории школы. Левее, левее, давай налево. Вот молодец. Вставай сзади первого танка и прикрывай его. Момент перезаряжания самый опасный для танкистов, так как в это время танк практически безоружен. Чтобы исключить возможность выстрела по танку во время перезаряда орудия, третий танк занимает позицию за первым и прикрывает его от возможной атаки боевиков. Сейчас подразделения сирийской армии согласуют дальнейшие действия. Экипаж третьего танка включает дымовую завесу, чтобы скрыть бросок штурмовой группы пехоты. Пехота находится слева от танков в корпусах школы. Штурмовые группы готовятся к выходу. Камера на первом танке фиксирует разрыв снаряда. Это впереди бьет артиллерия сирийской армии. Задача артиллеристов – разбить пути подхода боевиков к бизнес-центру. Танкисты добавляют выстрел в частный сектор. Отсюда видно, как третий танк прикрывает первый. Экипаж этой боевой машины контролирует второй и третий этажи бизнес-центра. Экипажи должны работать слаженно, чтобы не пропустить выстрел террористов. Первый танк – огонь. Второй танк продолжает контролировать пространство справа от нас. Штурмовые группы пехоты проникают в бизнес-центр и вступают в противостояние с боевиками. Как только пехота вступает в здание бизнес-центра, начинается работа по зачистке этого строения. Сейчас все действия танков и Шилки нацелены на то, чтобы прикрыть пехотинцев, вступивших в бизнес-центр. Активно работает Шилка, чтобы прижать боевиков к земле и не допустить обстрела пехоты, так как боевикам из высоток за частным сектором хорошо виден бизнес-центр, и они могли бы безнаказанно обстреливать пехотинцев. Выполнив поставленную задачу, Шилка отходит. Ее место сейчас займет экипаж боевой машины пехоты. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.